В те, теперь уже, в общем, далекие времена, 1978 год, значит, собственно, большого выбора по, дальнейшей судьбе, если тебе ставить задачу высшего образования, у нас особо не было. В Рыбинске было одно высшее учебное заведение, это Рыбинский авиационный технологический институт. На радиотехническом факультете у нас было две специальности, которые, меня привлекали. Либо конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры, либо конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры. Причем вот вторая меня привлекала почему-то больше, нежели электронно-вычислительная аппаратура. Куда я в итоге, в общем, и поступил и закончил этот славный вуз в 1983 году. По специальности получил квалификацию инженер-конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры. Благо учился я не так плохо, и поэтому выбор, куда распределиться, у меня был. И я для себя выбрал конструкторское бюро приборостроения. Сейчас это называется КБ «Луч». Вот до 1991 года, собственно, я и проработал в этом самом КБ. А в музее тогда было очень сложное положение. Старое здание музея было закрыто на реставрацию, нового здания не было, музей в закрытом состоянии. Конечно, в общем, сложно. Надо было куда-то все равно перевозить фонды. И, в общем, городская власть очень сильно была озабочена этой проблемой. Я в ту пору был депутатом городского совета. Тогдашний председатель городского совета Валентин Борисович Мелехин, он переходил с этой советской работы на работу, собственно, в исполком. Поступило уже предложение от него, что мне там нужен достаточно молодой и энергичный человек для того, чтобы быстро запустить процесс реставрации, реконструкции, чтобы можно было, в общем, музей все-таки открыть. Собственно говоря, он меня пригласил, я согласился на период, собственно, этих самых строительных дел. И так случайно оказался здесь. Решение о передаче нам здания было принято в мае 1992 года, а уже в декабре, в 92-го, а в декабре уже он планировал здесь открыть музей. В ходе всех этих строительных дел, обсуждения, экспозиции и так далее, в общем, стало очень интересно работать. Познакомился в тот же период с другими директорами музеев, тогда Русский музей, но на сейчас, практически ежегодно проводил семинары для директоров художественных музеев. На первый это семинар я еще попал совсем юным директором-то. Это был как раз семинар мая месяца, 92 года. Я на этом семинаре впервые услышал выступление Асеев Юрия Алексеевича. Его рассказ про то, как в Русском музее там организованы были каталогизация и так далее. Там я первый раз увидел выступление представителей фирмы Альтсофт, это Лошака и Кощеевой, с рассказом о том, что сейчас называется комиссом. Но чисто, эстетический шок я получил в том же Русском музее. Тогда начало развиваться еще одно направление, которое сейчас бы назвали мультимедиа. Мы пришли в этот сектор, и нам показали компьютер фирмы Apple. Вместо 16 цветов, 16 миллионов цветов. Я до сих пор помню, как живая передо мной стоит эта замечательная картинка с розой, на которой капля росы. Эти три события, собственно говоря, показали, что в принципе решение проблемы
ускорения обработки коллекции, вообще как бы, ну, более логичности ее, они есть. И, в общем, мне стало интересно это направление в том числе. То есть, вот если уж говорить про как бы включенность в музейную деятельность, то есть что-то стало интересно уже в самой музейной деятельности. И очень удобное было время, действительно, поскольку была поставлена задача реорганизации музея, ну точнее как бы вот реконструкции, реставрации музея, вот, то тогда же была поставлена задача и, собственно, модернизации его деятельности. Ну, логично. Руководство, опять же, города пошло на то, чтобы, в общем, разрешить нам приобрести первые 3 компьютера, которые появились у нас в музее. Это были обычные 286-е PC-шки, ну, без всяких наворотов, без, конечно, сетевых возможностей. О сетях тогда, в общем, даже речь не шла. Поскольку музей был закрыт, вот, то было понятно, что в момент открытия будет новое штатное расписание. Новая структура, новое штатное расписание. Появился, собственно говоря, отдел информационного обеспечения, который, значит, в котором, собственно, и были сосредоточены эти 3 компьютера, но сразу была поставлена задача, что их осваивают все, и они настроены прежде всего на обработку фондов. И была поставлена вот эта вот система, я не знаю, тогда она еще не называлась системой КОМИС, хотя и называлась комплексная автоматизированная музейная информационная система. Мы всегда ставили задачу, как я уже сказал, чтобы вот информации как бы в базу данных вкладывали все, кто ею обладает. Ведь вот закрытость музеев, она, ну, во всяком случае, в тот период, она объясняется внутренней закрытостью музейных сотрудников. Работа на общую базу данных – это, конечно, перелом психологии музейного сотрудника. Ну, во всяком случае, вот тогда. И это логично привело к тому, что когда в конце вот этих 90-х годов Институт «Открытое общество» стал объявлять конкурсы на вот какие-то проекты, связанные с открытостью музейного информационного пространства, то у нас, в общем, внутреннего какого-то напряжения внутри коллектива по поводу того, что мы там, значит, что-то опубликуем, его такого сильного не было. Хотя опасения, конечно, есть и до сих пор остаются. По-моему, в 1999 году встал вопрос о том, что нам нужен сайт, и вот в качестве как бы основы для этого сайта мы заявили возможность доступа к нашей базе данных, то вот этот, собственно, проект и был поддержан. Первый сайт и нынешний принципиально отличаются тем, что первый сайт, мы его и позиционировали, и четко, в общем, придерживались варианта, что это сайт коллекции. Он был сделан для того, чтобы презентовать коллекцию. Вот в ходе эксплуатации его стало понятно, что, конечно, сейчас интернет бурно развивается, и интернет становится основным каналом, значит, доведения информации до конечных пользователей. И теперешний сайт, он, конечно же, это сайт музея. Сайт, который больше рассказывает о музее, который предоставляет посетителю каких-то больше сервисных функций. Вот. Но в то же время мы понимаем, что несмотря на то, что прошло вот уже 13 лет с тех пор, как мы как бы открыли базу для, значит, открытого посещения, пока еще очень немного музеев в стране, которые сделали то же самое. Я и тогда, и сейчас и считаю, и говорю, вот информационные технологии – это инструмент. Это действенный, эффективный, ну, в зависимости от освоенности или неосвоенности, очень мощный, но инструмент. Это, грубо говоря, очень красивая и быстро пишущая ручка.
Никто не заменит в музейном деле, собственно, голову, которая рождает то, что надо писать. Будет интересен или не будет интересен музей, что в реальном пространстве, что в виртуальном пространстве, определяется не количеством компьютеров, плазменных панелей, лазерных шоу, а тем, есть идея или нет идеи. Думаю, что все-таки сейчас надо как можно больше усилий нацелить на то, чтобы человеку в музее было комфортно. В любом музее должен быть там Wi-Fi, доступ в интернет, значит, с возможностью простого общения. Как это ни парадоксально звучит, значит, вот приходя на новое место, человек, как правило, мало что знает, но и поэтому мало чего боится. Вот нужно попытаться, чтобы как можно дольше он мало чего боялся. Вот. Несмотря на то, что его знания о работе будут все больше и больше возрастать, но чтобы его это не подталкивало к стабильности, а наоборот толкало бы на какие-то новые реализации, вот на что-то необычное.